Всем привет! Как у вас дела? Надеюсь, что у вас все хорошо в это не самое хорошее время. У меня все неплохо. Сегодня будет необычный формат или обычный, но нетипичный для моего канала. Сегодня вы не увидите мое лицо, потому что я решил попробовать кое-что другое. Сегодня я буду читать текст, который я сделал вместе с искусственным интеллектом, и я попробую наполнить это видео интересными картинками и фотографиями. Итак, в каких-то моментах я буду читать то, что у меня написано в телефоне. Где-то, может быть, я буду импровизировать, давать свои комментарии. Посмотрим. Я решил не снимать себя, потому что я все время буду смотреть в телефон. И мне кажется, что мне будет морально комфортнее, если в этот момент не будет камеры. Я думаю, что когда я читаю, то результат будет лучше, если я буду сидеть в темноте, как я это делаю сейчас, когда меня не видит никто, даже воображаемый зритель, который смотрит на меня через камеру. Итак, да, если вам нравится контент, можете в самом начале поставить лайк этому видео. Я буду вам очень благодарен. Давайте начинать. Тема сегодняшнего видео, или, может быть, это можно назвать подкастом, тема сегодняшнего выпуска – сибирский шаманизм. Когда люди думают о Сибири, обычно они представляют огромную, гигантскую территорию, на которой много снега, по которой ходят медведи и где обычно всегда достаточно холодно. Может быть, кто-то также представляет советский ГУЛАГ или сибирский панк-рок. Но есть и другая сторона Сибири, мистическая сторона, которую не видит большинство людей. Сибирь – это земля древней магии, которая появилась задолго до того, как возникли мировые религии. Сибирь – это место, где уже существовала своя культура, свои традиции и своя, как я уже сказал, магия, еще во времена, когда на планете не доминировало ни христианство, ни ислам, ни буддизм. Сибирь – это родина шаманизма. Честно говоря, я не знаю, насколько это выражение правдиво. Возможно, шаманизм существовал и в других местах до того, как он появился в Сибири. Не знаю. В моей голове человеческая жизнь началась в Африке, и было бы неудивительно, если бы первый шаманизм появился в Африке. Но, скорее всего, Сибирь – это место, где появился один из самых ранних видов шаманизма. Насколько я знаю, у многих людей шаманизм ассоциируется с индейцами американского континента. И если я не ошибаюсь, то все коренные жители американского континента пришли туда с территории Сибири. Поэтому в каком-то смысле, с какой-то точки зрения, может быть, с западной точки зрения, можно сказать, что Сибирь – это родина шаманизма. Есть две главные версии происхождения слова «шаман». Согласно первой версии, шаман происходит из санскрита. Но сегодня мы не будем говорить про санскрит. Сегодня мы рассмотрим более
про сибирскую версию. По второй версии, слово «шаман» происходит из эвенкийского языка. Эвенкийский язык – это не распространенный, достаточно локальный язык, на котором говорит очень маленькое количество людей на территории Сибири, на территории Российской Федерации, а также некоторые люди на территории Северного Китая. И на эвенкийском языке слово «шаман» означает «знающий человек», то есть тот, кто знает. Мы, современные люди, которые живут в современной технологической цивилизации, очень часто относимся к природе как к декорации. Очень часто мы смотрим на природу как на источник каких-то ресурсов или, может быть, как на источник приятных эмоций и впечатлений. Мы или используем природу для того, чтобы в наших домах было тепло, или мы ездим на природу для того, чтобы там отдыхать и на какой-то момент, на какое-то время забыть о работе. Но для коренного населения Сибири ситуация обстоит абсолютно иначе, абсолютно по-другому. Для людей, которые веками жили в Сибири, для людей, которые очень много времени жили в сибирской тайге или в тундре, мир не был мертвым, как для нас. Коренные жители Сибири, как и многие другие коренные народы других мест, не считали себя хозяевами природы. Наоборот, для них вся жизнь вокруг была одушевленной. Все вокруг было живым. Они верили, и они даже чувствовали, что у каждой горы, у каждой реки, у каждого дерева, у каждого болота и у любого другого географического объекта был свой невидимый дух. На местном языке этого духа называли Эжен или Эзен. Я не знаю, где тут надо ставить ударение, я не знаю никаких коренных языков, которые сейчас существуют на территории России. Так что, если какой-нибудь коренной сибиряк слушает этот выпуск, прошу прощения. Итак, коренные жители территории Сибири верили, что в каждом природном объекте живет дух. То есть у каждого природного объекта был хозяин-дух, и коренное население этого региона верило, что с этими духами нельзя было вести себя грубо, плохо и неуважительно. Например, если ты пришел в тайгу и вырубил деревья без разрешения, или ты просто так убил какое-нибудь животное, ничего не сказав, ничего не спросив, духи могли тебя наказать. Духи могли наказать такого человека. Например, они могли забрать у него удачу на будущей охоте, или они могли наслать болезнь на него, на его семью, или даже сделать так, что этот человек заблудится в лесу, и с ним произойдет что-то плохое. И тогда встает вопрос, как обычному человеку, как обычному охотнику в Сибири общаться с этим невидимым миром, как ему понять, чего хотят духи. Именно для этого нужен был шаман.
Нужен был человек, который мог переходить границу между нашей реальностью и другой реальностью, в которой живут другие нематериальные существа. Дальше. Давайте немного поговорим про космологию коренного населения Сибири. Это достаточно интересный блок. Если вы что-нибудь знаете про космологию других народов, не знаю, может быть, славянскую космологию или ацтекскую космологию, вы увидите, что все они очень похожи друг на друга, если смотреть на это символично и абстрактно. Итак, чтобы понять, как работает шаман, нужно понять, как он видит мир и космос. Можете представить себе большой трехэтажный дом. Можете себе представить дом с 3 этажами. Это трехуровневая структура Вселенной. Верхний этаж, верхний мир в этой космологии – это мир света. Мир света, чистоты и высших божеств. В верхнем мире живут добрые духи, а также души людей, которые еще не родились. Души людей, которые еще не пришли в нашу реальность. В верхнем мире тепло, и там нет страданий. Он ассоциируется со светом. Средний мир, второй этаж в этом сравнении, в этой метафоре, это наша реальность, наша обычная материальная реальность. Это земля, где живут люди, животные, а также духи природы, про которых я уже сказал. Средний мир, наш мир, это место борьбы, конфликтов и компромиссов. И первый этаж, не знаю, первый или, может быть, лучше сказать, подземный этаж, или в космологии нижний мир, это достаточно мрачная, криповая и пугающая часть шаманской вселенной. Это подземное царство, куда уходят души умерших людей. В этом месте достаточно темно, там текут черные холодные реки, и главное существо в этом месте это Эрлик-хан. Я тоже не знаю, как правильно прочитать это имя. Я буду говорить Эрлик-хан. Это грозный, суровый владыка смерти и подземного мира. Владыка – это синоним слова господин, хозяин, то есть главный человек. Тот, у кого есть власть, кому это все принадлежит. Итак, Эрлик-хан – это грозный, суровый владыка темного подземного мира. Как я уже сказал, если вы что-то знаете о космологии в других культурах, то все это должно звучать знакомо для вас. И все эти 3 мира соединены мировым деревом, гигантским деревом, которое проходит через все 3 мира. Корни этого дерева уходят глубоко вниз, в подземное царство. Ствол этого дерева, вот эта вот вертикальная цилиндрическая часть, ствол проходит через наш мир, через мир людей, а крона дерева, верхняя часть, где находятся листья, крона дерева касается неба, то есть верхнего мира. Обычный человек живет в среднем мире, и он не может выйти за границы этого среднего мира.
но шаман может путешествовать по этому дереву вверх и вниз. Он может как бы ломать пространство и время и оказываться в других реальностях. Рекламная пауза. У меня есть маленькая новость. Я начал загружать на Boosty файлы с информацией о русской грамматике. Давайте я покажу вам пример. Вот, например, так выглядит файл о грамматическом роде в русском языке. Если вы изучаете русскую грамматику, но у вас нет структурированной информации, и если вы думаете, что такие файлы, такие документы могли бы оказаться для вас полезными, то вы можете получить к ним доступ на сайте Boosty, а именно в моем профиле на сайте Boosty. Сейчас этих файлов не очень много, может быть штук 7 или 8 на этот момент, на июнь 2026 года. Но я продолжаю их делать. В будущем, я надеюсь, их будет больше. Поэтому, если интересно, то подписывайтесь. И также, как всегда, должен сказать, что если вы хотите учить русский язык лично, индивидуально вместе со мной, вы можете открыть мой онлайн-календарь, выбрать дату, выбрать время, и мы с вами встретимся и поработаем вместе. Спасибо. Продолжаем. Итак, в современном мире есть идея о том, что шаманом можно стать. Есть идея о том, что можно научиться этому как профессии. Я даже не удивлюсь, если я сейчас напишу в интернете что-то типа «стать шаманом в Санкт-Петербурге» и увижу какие-нибудь онлайн-курсы по современному неошаманизму. Итак, к чему я это говорю? К тому, что в коренной сибирской культуре нельзя было стать шаманом по желанию. Шаман – это судьба, это то, что приходит в твою жизнь само. То есть в Сибири шаманизм – это не выбор человека, это выбор духов. И очень часто этот выбор похож на кошмар. Этот выбор не привилегия, а тяжелое бремя, которое человеку придется нести до конца жизни, независимо от того, станет ли он шаманом или нет. Итак, согласно информации, которую я читаю, обычно у будущего шамана все начинается в подростковом возрасте, когда ему меньше 20 лет. Абсолютно нормальный, обычный парень или девушка вдруг неожиданно начинает вести себя странно. Этот человек один уходит в тайгу или в лес, очень долго может смотреть в одну точку, отказывается от еды, его начинают мучить страшные галлюцинации, у него появляются странные фантазии и, может быть, даже какие-то припадки. Припадки – это когда человек начинает очень интенсивно быть зацикленным на какой-то идее или на каком-то физическом ощущении. С точки зрения современной медицины, это психоз или шизофрения. Если бы какой-нибудь современный психиатр посмотрел на будущего шамана,
он бы сказал, что это больной человек, которого надо лечить в психиатрической больнице. Но в Сибири это не психоз и не шизофрения. В Сибири это инициация. Можно сказать, шаманская болезнь. Это значит, что духи предков выбрали нового преемника, то есть они выбрали человека, который должен будет стать шаманом, и они начали его ломать. Во время этой болезни, во время этой инициации, которая может длиться очень долго, от нескольких месяцев до нескольких лет, в это время будущий шаман переживает ментальную смерть и перерождение. Он заново рождается. В своих снах и в своих фантазиях будущий шаман видит, как духи из Нижнего мира забирают его душу, отрезают ему голову, варят его мясо в огромном котле и начинают считать его кости. Зачем, спросите вы, зачем духи считают кости этого человека? По легенде или согласно верованиям коренного населения Сибири, духи ищут шаманскую кость, лишнюю шаманскую кость, которая есть в этом человеке. Если они ее находят, они собирают тело человека заново, и после этого он уже начинает жить не как обычный человек, а он становится как бы наполовину богом и наполовину демоном. Иными словами, он становится шаманом. И от этого бонуса, так сказать, нельзя отказаться. Человек не может просто сказать «нет, спасибо». Если он отказывается от этого, если он подавляет и игнорирует то, что с ним происходит, то духи просто или сводят его с ума, то есть окончательно делают его сумасшедшим, или даже убивают его. То есть такой человек или абсолютно сходит с ума и уже не может нормально жить в социуме, или он умирает. Как я сказал ранее, шаманизм в этой культуре – это не привилегия, это не высокий статус, это тяжелое, сложное, пожизненное бремя. Пожизненное значит на всю жизнь. Итак, как проходит ритуал у шамана? Как проходит вот этот процесс связи с другим миром? Шаман никогда не начинал ритуал без причины. Он никогда не делал это просто так. Для этого всегда нужен был какой-то серьезный повод, какая-то значимая причина. Например, кто-то сильно тяжело заболел. Или, например, если пропал скот, то есть если животные исчезли, убежали куда-то. Или, например, если климат очень сильно изменился и началась страшная засуха. Засуха – это когда все становится сухим. Ритуал обычно проходит ночью у костра. Шаман надевает свой специальный костюм. И этот костюм – это не просто одежда. Это, можно сказать, доспехи. Символически это доспехи. На этом костюме можно увидеть очень много разных металлических атрибутов. Пластины, колокольчики, луки, стрелы. И весь этот костюм мог весить до 30 килограмм. И каждый атрибут на этом костюме
это не просто модный аксессуар, это реальный инструмент для защиты от злых духов, потому что во время шаманского ритуала злые духи всегда пытаются атаковать этого шамана и сделать с ним что-то плохое. Потому что, как вы, может быть, знаете, духи бывают как хорошими, так и плохими. Ну, как и люди, наверное. Итак, главное оружие и главный инструмент шамана – это его бубен. Бубен для шамана – это не просто музыкальный инструмент. Можно сказать символически, что это его конь или лодка, лодка, на которой он плывет по опасным, темным, холодным рекам Нижнего мира. Шаман начинает бить в бубен. Сначала он делает это медленно, с ровным, спокойным ритмом. Затем он начинает бить в бубен быстрее и быстрее. Затем он начинает издавать странные звуки. Он начинает имитировать крик птиц. Он может начать рычать, как медведь, или использовать популярное горловое пение. Возможно, вы когда-нибудь слышали сибирское горловое пение. От этого монотонного ритма, от запаха трав, от жара костра шаман входит в транс. Он входит в состояние экстаза. В этот момент его глаза могут закатиться, то есть если посмотреть на это, то можно увидеть, что он смотрит как бы очень сильно вверх, и видно только белую часть глаз. И в этот момент шаман, он как бы теряет связь со своим телом. Он перестает чувствовать физическую боль, потому что его душа покидает тело и уходит в другие миры. А в его тело в это время вселяются духи-помощники, то есть какие-то другие существа, духи, которые пришли помогать. Или, не знаю, может быть, не помогать, но что-то говорить. И да, эти духи, которые вселяются в его физическое тело, начинают говорить с людьми через его рот. Начинают говорить о том, что будет в будущем, и, может, о каких-то других вещах. Я никогда не был на шаманском ритуале, я плохо знаю, о чем говорят духи с помощью шамана. Итак, говоря об этой теме, говоря о сибирском шаманизме, нельзя не сказать про мухомор. Мухомор или Аманита мускария, если говорить на научном языке. Вокруг мухомора сейчас очень много самых разных мифов. Это достаточно, так сказать, локально популярный гриб в современной культуре. И стоит ответить на вопрос, правда ли, что сибирские шаманы использовали мухомор во время своих ритуалов? Ответ – да. Это правда, это абсолютная правда. Мухомор, Аманита мускария, действительно был очень важным, так сказать, психоактивным веществом, не знаю, как это правильно назвать, в общем, психоактивным инструментом для коренного населения Сибири в северной части
То есть в Северной Сибири мухомор действительно занимал очень важное место в шаманской культуре. Но очень важно сказать, что это было не везде, не во всех местах, не во всех частях Сибири, где существовал шаманизм. То есть его использовали не все и не так, как это можно увидеть в современных фильмах или в современных видео на YouTube. И, как я уже сказал, в некоторых регионах Сибири, например, в Западной Сибири, мухоморы были запрещены. Шаман не мог использовать психоактивные вещества для проведения своих ритуалов. Согласно их верованиям, настоящий сильный шаман должен был входить в транс, в экстаз только с помощью своих собственных сил, навыков и способностей, только с помощью своего мастерства, с помощью бубна и своего голоса. А использование допинга, то есть каких-то психоактивных веществ, считалось чем-то слабым или непрофессиональным, если говорить на современном языке. То есть в некоторых регионах люди думали, что если тебе нужен какой-то допинг, какой-то гриб для того, чтобы войти в транс, то духи не будут уважать тебя, духи будут считать тебя слабым и недостойным. Но, как я уже сказал, на севере Сибири и на северо-востоке у некоторых народов мухомор считался священным грибом. Шаманы этих регионов верили, что мухоморы – это отдельный живой народ, что это живые существа, это как отдельная раса. Шаманы в этих регионах, шаманы и люди верили, что у мухоморов есть свои духи, которые обладали и обладают колоссальной силой. И они верили, что духи мухомора брали шамана за руку и вели его по дорогам Нижнего мира, открывая ему тайны будущего. Честно говоря, я могу в это поверить. Не буду рассказывать вам почему. Итак, эпизод получается достаточно большим. Давайте перейдем к следующей части. Расскажу вам про белых и черных шаманов. Значит, традиционно шаманы делились на две большие категории – белые и черные. И это не добрые и злые шаманы, как можно подумать. Это немного про другие функции. Белые шаманы работают с верхним миром, они работают со светлыми богами. Они занимаются очищением. Очищение – это когда что-то становится чистым. То есть они просят о том, чтобы земля была плодородной, чтобы на земле все хорошо росло. Они благословляют свадьбы, то есть они дают добро духов и богов на то, чтобы люди поженились. Они лечат легкие болезни и помогают рождаться детям. Белые шаманы никогда не приносили в жертву животных и никогда не работали со смертью. Но черные шаманы – это совсем другая ситуация. Это гораздо более мрачные фигуры. Только черные шаманы могли спускаться в Нижний мир, к грозному суровому владыке Нижнего мира Эрлик-хану. Зачем туда идти? Зачем черные шаманы ходили в Нижний мир? В каких ситуациях?
Например, если какой-нибудь человек из племени, не знаю, как это правильно сказать, если какой-то человек из группы умирал, коренные жители Сибири верили, что если человек умирал, то демоны из Нижнего мира украли его душу. И задача черного шамана – это спуститься в Нижний мир, найти душу и начать переговоры с духами Нижнего мира. То есть попытаться их обмануть или как-то попытаться их убедить, может быть, как-то договориться, найти какой-то компромисс для того, чтобы они вернули на землю душу этого человека. Например, черные шаманы могли предложить вместо души этого человека душу какого-нибудь животного. И тогда они должны были принести животное в жертву. Работа черного шамана – это всегда смертельный риск. Если он окажется слабее подземных духов, если он будет невнимательным, то его душа навсегда останется в Нижнем мире, и он сам может умереть. Итак, не хочу говорить еще очень долго, поэтому давайте заканчивать. Конечно, стоит быстро упомянуть, что в Советском Союзе были очень большие репрессии по отношению к шаманской культуре, и в 20 веке сибирский шаманизм ушел в полный андерграунд. И да, оставался в этом андерграунде очень долго. Но в современной России произошел и происходит, так сказать, шаманский ренессанс. То есть сейчас люди могут этим заниматься, эта культура продолжает свою жизнь, она продолжает развиваться. Конечно, это не очень популярно. Как-то так. Я думаю, вы поняли идею. Хорошо. На этом будем заканчивать. Я надеюсь, что было интересно. Я надеюсь, что вам все понравилось. Я буду вам очень благодарен, если вы напишите какой-нибудь комментарий к этому видео. И будет очень круто, если это будет не просто одно слово, а какой-нибудь средний или большой комментарий. Потому что это очень помогает для того, чтобы видео попадало в рекомендации другим людям, и таким образом на моем канале появляются новые подписчики, а это для меня важно. Вот, поэтому, если хотите сделать мне что-то приятное, сделать это быстро и бесплатно, то можете написать комментарий. Спасибо вам большое. Все, на этом все. Я желаю вам удачи. Надеюсь, что злые духи из Нижнего мира никогда не будут вам мешать. Я надеюсь, что ваши отношения с духами всегда будут хорошими и продуктивными. Хорошего вам дня, хорошего вам вечера и вообще всего хорошего. До свидания и увидимся в следующий раз.